Now, let's turn our attention to macOS. macOS is the heart of the Mac, and with Apple Silicon, the Mac lineup has never been stronger. Now, when it came to naming this release, we turned once again to Apple's legendary crack product marketing team. The instructions were simple and explicit. Travel far and wide, leave no stone unturned. Well, as far as we can reconstruct, that search consisted of piling in their microbus, punching in the words awesome vineyard into maps, and beelining straight to one of the most famous wine regions in the world. A place celebrated by the team, perhaps a bit too much, and beloved by millions. Introducing macOS Sonoma, a big new release that will make your Mac more delightful and even more productive. Итак, ребята, всем привет, всем привет. Ну что, появилось у меня время. Давайте посмотрим с вами на macOS Sonoma. macOS 14, Developer Beta 1. Установлена на моем MacBook Pro на чипе Apple M1 Pro. Beta 14.0. Номер сборки 23A5257Q. Первая Developer Beta. Установлена она на отдельный том, раздел. Это у нас Ventura, это у нас бетка Sonoma. Вы знаете, ничего сверхъестественного, как я ожидал, нету. Я не увидел ничего такого, знаете, чтобы был вау-эффект, типа. К сожалению. Однако, есть несколько функций, которые вот мне понравились. Итак, начнем. Зайдем в Safari. Например, зайдем на Яндекс. То есть я пользуюсь в основном поиском Яндекса, допустим. Да? Что-то тут ищу, пишу. И чтобы не открывать каждый раз Safari, я могу сделать так. Я нажму файл и нажму добавить в док. И напишу, допустим, Яндекс. Вот. Добавить. Если я закрою Safari, вот, допустим, я закрыл, я открываю приложение, и у меня есть приложение. То есть, как на айфоне. Всегда это было, вот теперь это на Mac. Это удобно, то есть я могу закрыть приложение, открыть снова, что-то поискать, найти, закрыть. То есть, вот. Не нужно открывать постоянно Safari, что-то искать. Например, давайте YouTube откроем. Открываем YouTube и файл добавить в док. Добавить. Все, закрываем Safari. Вот у меня приложение YouTube. То есть Web Apps на Mac. Как и на iPhone. И это не выглядит как браузер Safari. Это выглядит как приложение для Mac. Вот такое нововведение. Также можно в Safari настраивать под себя, группировать и блокировать вкладки. Вот у нас сразу Open in Web App. То есть откройте веб-приложение. Не будем. Например, вот я попробуем, давайте, открыл вкладку. Ну, закрепить вкладку это было раньше. Это было у нас всегда. Я еще не разобрался, не нашел, как это делается. Поехали дальше. Дальше у нас виджеты. Да, ребята, виджеты. Теперь это все выглядит вот так. Виджеты синхронизируются между iPhone и Mac. Даже если у вас, например, сторонние виджеты, допустим, какой-нибудь блокировка автомобиля или что-то еще, вы с компьютера можете включить вентилятор в машине. Не знаю, так глупо звучит. Ну, например, календарь. Добавим. Добавили. И, допустим, я хочу, чтобы календарь у меня на месяц был на рабочем столе. Я беру его и перемещаю на рабочий стол. Вот у меня календарь на рабочем столе.
я могу его переместить, куда мне хочется. Допустим, вот здесь, пускай он у меня будет. Пускай он у меня здесь стоит, мне он не мешает. То есть я могу посмотреть дату на целый месяц. То есть не открывая приложение календаря, я могу переместить сюда приложение погода. Любые сторонние виджеты, которые мы будем использовать в дальнейшем, я могу на рабочий стол переместить. Чтобы не открывать панель с виджетами, зачем это надо. Также можно вот малый, средний, большой. То есть виджеты теперь у нас гуляют по рабочему столу. То есть вот в любое место поставили, прикрепили к этому виджету. Или поставили погоду, ну куда. Давайте вот здесь поставим погоду. Тут у нас стоит календарь. И у нас как бы все шикарно. Виджеты некоторые стали интерактивными. И видите, когда я, допустим, давайте откроем какое-нибудь приложение. Например, мы откроем системные настройки. Вот. Допустим. Виджеты стали сливаться с цветом. То есть они не мешают, они видны, они работают. Но когда открыто какое-то окно, они сливаются. И не заползают на окно. То есть нету такого, чтобы они... Вот, допустим. Вот, раз. Впервые за всю историю, ребята, новая macOS не произвела на меня должного впечатления. То есть это не то, что я, скажем так, ожидал от Apple в этом году. Да, может быть, это первая бетка, и я немножко предвзято говорю, немножко, может, что-то не увидел, не усмотрел, но тем не менее. На меня конференция WWDC 23 не произвела никакого впечатления. Как в софтверном плане, так и One More Thing, это у нас Apple Vision Pro, не произвело никакого вау-эффекта. Я думал, эти очки будут, ну, допустим, как обычные очки. Вот как обычные очки, я думал, что вот будут. Но, однако, не произвело на меня это впечатление. Если бы они были как очки обычные, я сказал бы, да, круто. В софтверном плане ничего интересного, честно, ребята, нет. Поехали дальше. Дальше у нас здесь... вот я, допустим, нажимаю на рабочий стол, на любое пустое место. Допустим, и у нас вот окно скрывается. Это какая-то новая фишка. Что касается экрана блокировки. Давайте мы... Надеюсь, что не закончится запись экрана. Давайте попробуем заблокировать экран. Вот такое у нас. Такая анимация. И у нас новый экран блокировки. То есть, как на iOS, показываются часы, день недели. И у нас тут вот пользователь. Есть быстрое переключение пользователей, но у меня тут нету второго пользователя, чтобы прям показать. Вот. Давайте войдем. Из нововведений мне вот очень нравится новый экран блокировки. Далее. Обои. Обои здесь. У нас тут есть Вентура, Монтерей. То есть все как... Есть новая macOS графика. Можно добавить фото из фото. Добавить папку или альбом. Выбрать папку. То есть все стало чуть проще. Что касается новых обоев. Теперь Apple разделила новые обои на вот такие категории. Допустим, Landscape. Они еще не скачаны у меня. Города.
под водой. Земля. Смешанные. И есть новое изображение с MacBook Air 15 дюймов, которые показали на WWDC. Есть новые вот такие вот обои. Зеленые, фиолетовые, желтые. То есть прям Apple не поскупилась на вот такое вот. А добавила нам новые обои. Я не скажу прям, что я в восторге, я уже говорил, но тем не менее есть чем заняться в новой системе. Давайте посмотрим. Заблокируем экран блокировки, сделаем. Экран блокировки меняется автоматически сразу после смены обоин. У меня обои не скачаны, к сожалению. Есть вот еще одна неплохая такая функция. У нас тут появились видео обои. Скринсейверы. Пускай скачается хоть один. Давайте подождем. Вот скачались у нас обои. Не знаю, это видео обои или не видео обои, или я ошибаюсь. То есть вот так все теперь с обоями. И также... вот оно как работает. Вот оно. На заблокированном экране у нас видео обои. Если мы разблокируем Mac, то не остановится. А на заблокированном экране у нас вот такие видео обои. Ну, не знаю. Не знаю. Меня Apple не удивило в этом году. Кроме того, тут есть приложение для принтеров. Вот, центр печати. Вот, добавить задание. То есть macOS теперь работает с принтерами как положено. То есть как и надо. До этого у нас этого не было. Далее у нас следующее приложение — общий экран. То есть это AnyDesk, TimeWeaver, это аналог только от Apple. Допустим, я могу подключиться к любому Mac'у и дистанционно исправить какую-то проблему. Тотальная сеть и все подключения, которые вот, если человек попросил помочь. Вводим Apple ID человека и подключаемся. Также у нас в Вентуре и во всех системах, которые ниже Вентуры, переключение языка вот такое вот. Если мы не в приложении. Но вот эта мелочь мне очень понравилась. Допустим, мы на сайт Apple сходим. Мелочь, а приятно, ребята. Грубо говоря, мелочь, а приятно. Допустим, войти нажимаем. И вот у нас русский, английский. Вот на экране. Вот я нажимаю, видите? Вот это вот. Такого не было. Было как стандартно. Мы когда переключали, было вот так. Когда нажимаешь на экран, на пустое место, приложение уезжает, освобождая нам экран. Также при работе со Stage Manager, давайте включим Stage Manager, он уезжает за экран. Чтобы он появился опять, надо сделать вот так. Он выйдет. То есть вот я, например, iMessage, фото, вот, оно уехало, появилось. Нажимаем на любое место в экране, все появляется. Либо вот так. Хоп, хоп, хоп. Он не статичен, он не стоит на месте, как в Вентуре. Ну, я не знаю. Пишите свои впечатления от презентации WWDC 23. Я ожидал немного другого. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.